Всем привет, дорогие зрители! Сегодня решил снять обзорчик на недавно купленный мною телевизор. Это телевизор польского производителя, 49 дюймов Ultra HD, то есть 4К матрица Smart TV, фирма Manta. Я думаю, многие не слышали об этой фирме, но оно в принципе и логично, так как этот телевизор завезен из Европы и в Украине он официально не представлен. Это серый телевизор, грубо говоря, но в принципе на сегодняшний день много техники завозится серой из Европы, потому что многие люди не хотят платить огромные эти пошлины и сборы, которые устанавливают наши чиновники на технику всю. К примеру, вместе со мной мой знакомый товарищ купил себе телевизор Samsung, тоже 49-дюймовый Ultra HD, за 17 тысяч гривен. К сравнению, на сегодняшний день такой телевизор в одном из самых популярных украинских интернет-магазинов стоит порядка 30 тысяч гривен. Вот и считайте разницу. Но немножко отошел от темы, давайте все-таки расскажу вам за телевизор Manta. Расскажу все плюсы и минусы честно, это не будет никакая реклама, это не буду давать никаких ссылок, где купить этот телевизор и так далее и тому подобное. То есть чистый, честный обзор. Ну и давайте все-таки покажу вам, что же представляет из себя этот телевизор. Как видите, слева сверху висит коробочка, это Т2 тюнер. Т2 тюнера встроенного в телевизоре нету, то есть мне пришлось его докупить. Давайте пройдемся по функционалу. Значит, что в телевизоре? В телевизоре очень странный какой-то магазин, догрузка, видите, пишется не загрузка, а догрузка. Перевод очень примитивный. Из всех приложений, которые можно в телевизоре посмотреть, вы не найдете ничего знакомого или популярного. Пытался я в этот телевизор установить Google Play Market, не получилось у меня, хотя здесь телевизор в принципе на Android 5.0 пишется в нем. Но как такового андроида я здесь особо не почувствовал. Здесь можно пользоваться только теми приложениями, которые предустановлены в телевизоре. Единственное, что более-менее радует, что можно смотреть, ну то есть по Wi-Fi, передавать с компьютера изображение на телевизор. Это, слава богу, работает, звук передается нормально, то есть эта функция работает. По параметрам здесь такая убогая немножко. Но смотрите, видите, какой перевод. Вместо информации пишет «около». Вместо андроида пишет какая-то заявка. Ну, в общем, перевод такой себе. Скажем так, первое время было только одно разочарование этим телевизором. Установил Fork Player. Fork Player, если включить, то в нем не работает половина функций. Включая IPTV, каналы воспроизводятся через раз. Ну, видите, в этот раз вообще не захотела воспроизводить. Тут в телевизоре вообще нету никакого встроенного плеера, то есть его сразу нужно будет качать, но этот плеер работает из рук вон плохо. Я подключен к сети Soho.net, и у меня от моей сети есть бесплатное телевидение, Бонус ТВ называется. Так вот, им пользоваться особо тоже не могу, потому что я не знаю, как работает этот Android здесь в этом телевизоре, но каждый канал, открывая каждый канал, я должен выбирать, ну ладно, там, допустим, всегда можно нажать, но нужно в любом случае либо скачать плеер, либо открывать через браузер. Открывая через плеер, звука нет. Звука абсолютно нет. Плюс к тому еще видео подвисает. В общем, как Smart TV, этому телевизору, ну, грубо говоря, двойка. Единственное, что хорошо работает, это радио. Радио можно слушать. Но я покупал телевизор, а не радиостанцию. Ну и давайте покажу теперь, как работает 4К матрица. Пульта указки нету, поэтому приходится вот так вот клацать. Кстати, отдельно хочу сказать за пульт. Пульт, конечно,
убогенький у этого телевизора. Такой себе материал. Ну, скажем так, бюджетный пульт. Явно бюджетный. Конечно, что касаемо 4К, то здесь у меня вопросов нету. 4К показывает очень хорошо, цвета очень насыщенные. Телевизор показывает без подтормаживаний, то есть процессор 4-ядерный 1,5 гигабайта для него хватает с головой. 4К на пятерку. Что могу в целом сказать о телевизоре, подытожив? Конечно, телевизор бюджетный, в нем есть недостатки, в нем есть также недостатки матрицы. Вы можете видеть небольшие затемнения вертикальные полоски в матрице, они очень мало заметны, особенно когда смотришь видео, когда смотришь фильмы, но вот на статической картинке на светлом фоне немного заметны. Как смарт-телевизор, конечно, его использовать нельзя. И чтобы использовать его как смарт-телевизор, нужно покупать приставку, и тогда это будет смарт-телевизор. А так я купил, в принципе, телевизор с неплохой 4К матрицей, с хорошим воспроизведением, более-менее мощным процессором. Напомню, что Т2 в нем нету, тюнер придется докупать, если что. Ну так, у меня был вариант, как бы я обдумывал, когда уже попользовался им недельку, сдавать его обратно, но я понимал прекрасно, что за 10 тысяч гривен на сегодняшний день я ничего не куплю с такой матрицей и с таким, ну, с таким большим экраном. То есть тот же самый Kiwi, популярный в Украине на сегодняшний день, он стоит намного дороже в такой диагонали, чем 10 тысяч гривен. Поэтому, друзья, все, в принципе, рассказал об этом телевизоре, что хотел. Ничего не утаил. Еще раз могу сказать, что за 4К матрицу телевизору пятерка, за сам дизайн телевизору, ну, четверка, скажем так, ничего особенного в нем нету, рамки как рамки, рамки тоненькие, правда, телевизор смотрится нормально. Процессор справляется с воспроизведением 4К на отлично. За Android в телевизоре можно забыть. То есть покупайте Android приставку, и тогда у вас будет полноценный Smart TV. Пока что это телевизор с 4К матрицей и большим экраном. Цвета хорошие, яркие, насыщенные. Сбоку у нас вход для флешки, для антенны, для подключения к компьютеру, наушники. Плюс снизу еще два входа, по-моему, USB и HDMI. Через HDMI у меня подключена Т2 приставка. С этого боку ничего особенного, кнопки управления. Так, в принципе, телевизор достойно выглядит. Кстати, Wi-Fi ловит довольно-таки неплохо. Здесь через стенку в 50 сантиметров ракушника ловит, как видите, на 3 палки. Такой вот телевизор, друзья. Может быть, будущие модели будут немного более удачные у Манты. Но насчет этой модели я вам все рассказал. Спасибо большое за просмотр. Всем хорошего дня и удачи.